Всем счастья! Поговорим о Сатурне, который делает ретроградное движение и уходит на 4,5 месяца. Уже зашел в ретроградность 23 числа и пробудет там до 11 октября. Пробудет в ретроградном положении. Сама энергия Сатурна, в ней заложена ретроградность. То есть сам по себе Сатурн это имеет энергию ретроградности. Бог времени. И самое большое, что мы ценим, это именно время. Вернуться можно к каким-то своим переживаниям, вернуться можно в места, где ты родился, вернуться можно в любое состояние, в котором ты был, в состоянии учебы, в состоянии переезда. То есть ты на протяжении жизни повторяешь какие-то свои события, но ты не можешь вернуться никогда и ни в каком варианте ты не можешь вернуть время. Поэтому, конечно, самое ценное и самое дорогое – это наше время. И когда ты его попусту тратишь на какие-то ненужные отношения, ненужные друзья, ненужные переживания, то ты тратишь самое драгоценное, ты тратишь свое время. Или когда у тебя застой, ты стоишь на месте, никуда не развиваешься, никуда не идешь, или ты стремительно идешь вниз, это ты теряешь самое драгоценное, ты теряешь свое время. Ключевые слова Сатурна – это трудности, это заложено уже в Сатурне, трудности, препятствия, задержки, дисциплина, серьезность, ответственность, ограничения, медлительность в действии и иногда пессимизм. Это сопровождается вот самим Сатурном. Это заложено уже в Сатурне, в самом Сатурне. Но так как его энергия всегда затрагивает ретроградность, как будто бы он на прямом движении и не бывает. Эти все качества, как в прямом движении, так и в ретроградном движении. Но ретроградность заключается в том, что иногда есть повтор. И казалось бы, ты прошел уже какие-то испытания по Сатурну. Ты уже прошел какие-то уроки по Сатурну. Но почему-то тебя возвращает опять пройти то же самое. Так делает Сатурн, так делает Сатурн. Это абсолютный учитель. Но учитель, мы знаем, что у нас есть учителя. Юпитер тоже учитель. Но Юпитер учитель мудрости, философии, жизни. Есть учителя науки, это Меркурий, это знание, это наука, это образование. А есть учителя, которые учат тебя опыту. С Сатурном ты приобретаешь опыт. И, как правило, этот опыт проходит по жизни, для жизни. Опыт, который тебе дает фундамент, базу, опереться на что-то. Это не знание, это именно опыт ты проходишь. Это по Сатурну. Особенно, когда Сатурн идет в ретроградное движение. Этот почему-то опыт откуда-то давно поднимается, и опять, пожалуйста, его пройди. Вроде ты уже это испытывал, вроде ты уже это пережил, но с ретроградностью Меркурия могут события вернуться и повториться. Ты еще раз пройдешь определенный экзамен опыту своему по жизни, что ты проходишь, опыт жизни. Ну что, смотрим. Сатурн – это карма. Это карма, да. Это карма. Конечно, Сатурн принадлежит Козерогам. И это стихия Земля. Ограничения, препятствия, дисциплина, принципы, труд,
планета медленная и контролирует продолжительность жизни. Если у тебя сильный Сатурн, если у тебя Сатурн в своем наилучшем положении, то это контроль продолжительности жизни. И вообще сам по себе Сатурн, давая вот такие уроки жизни, но при этом дает длинную жизнь. Очень много среди тех, кто родился под Сатурном, то есть среди козерогов, очень много долгожителей. Долгожителей, несмотря на то, что жизнь вот таким образом учит, испытывает, тестирует, но тем не менее продолжительность жизни. Это сам Сатурн, он контролирует твою продолжительность жизни. Не сразу ты понимаешь уроки, которые ты проходишь по Сатурну. А это берет время. Только со временем, то есть вот то, что называется опыт. Со временем ты приобретаешь этот опыт. Так, что еще? Но этот опыт тебе надолго. Вот ты приобретаешь этот опыт, и потом ты им пользуешься. Ты его именно ты сам испытал, ты его прошел, поэтому ты его можешь применять. Ну и мы сейчас с вами рассмотрим. В настоящее время Сатурн находится в Водолее, и его сама энергия, само поведение здесь Сатурна, оно отличается от предыдущего его положения, когда он находился в самих Козерогах. Сама строгость, сама дисциплинированность немножко по-вольному себя чувствует, посвободнее себя чувствует, погибче себя чувствует, то есть не настолько тебя загоняет. Хотя когда идет в ретроградное движение, здесь вот действительно тебя загоняет в рамки, тебя ограничивает, немножко время твое как будто приостанавливается. А ну-ка обрати внимание на меня. На что? На время на мое. А ну-ка обрати внимание, как ты своим временем распоряжаешься, что ты делаешь. И сейчас мы с вами посмотрим все, что будет приносить по такому прохождению Сатурна по ретроградности. Мы посмотрим, что он будет по всем знакам. Но будем в эту ретроградность 4,5 месяца очень четко будем чувствовать, как общество делится. Вот эта ретроградность это покажет. Общество начинает разделяться. И мы это уже чувствуем. И в конце концов, через 4,5 месяца, когда ретроградно закончится, какая-то вот тут образуется большая-большая трещина. Люди разделятся на два противоположных лагеря. Ну, если это смотреть в своей семье, даже в самом себе, ты приобретаешь, вот тебе идут сравнения своего отношения, своих каких-то понятий. В тебе в самом появляется вот это вот разделение. И как будто по Сатурну вот этому жесткому, сложному, продуктивному, требовательному. И тот же Сатурн, но уже тебя отпустил, тебя подрасслабил, успокоил. Как будто опыт ты прошел для того, чтобы этим опытом здесь пользоваться. Ты будешь сам это чувствовать. И, конечно, в обществе будет это абсолютно чувствоваться. Дальше и дальше два течения будут расходиться дальше и дальше. Одно общество пойдет в прогресс, в новые технологии, в интеллект, в сообразительность. Вот она какая-то, на лету схватываешь какую-то сообразительность, в легкость, в гибкость мышления, в самостоятельность выбора
нет навязки уже. Тебе никто не навязывает, что до 25 лет ты должен получить профессию. Ничего ты не должен. Не все могут определиться до 25 лет, кем ты хочешь быть. Кто-то не может понять, кем он хочет быть и в 40 лет. Поэтому нет, а это бог времени. И когда идет вот это разделение, вот это расщелина, трещина, то ты понимаешь, что не просто сразу себя определить, кем ты хочешь быть, какой профессией ты хочешь владеть. Поэтому вот здесь именно будет самостоятельность выбора, никто тебе не будет навязывать, наталкивать. Ну вот прогресс технологий. Другое направление, другая часть общества – это останутся в панике, в регрессе, в сопротивлении, в разочаровании, страх, агрессия, раздражительность, неразбериха и даже вредительство. Вот что делает Сатурн, когда пойдет на ретроградное движение, находясь в Водолее. Вот так ты в себе это почувствуешь. Своя такая не установившаяся еще, ты не можешь понять, ты уже это не хочешь, а это еще не можешь. Вот что делает ретроградность. А теперь мы с вами пройдем по знакам, как это отразится, потому что определяется, в какой дом попадает эта ретроградность. Итак, конечно же, начнем. Фавориты года абсолютные – это кто? Конечно, богема, Водолеи. Ну что, ретроградность вам даст изобилие новых идей и мыслей. Вы раскачиваетесь долго. Вами управляют Уран, гигантище, и Сатурн. Уран, который вперед, в прогресс, настолько себе почувствуете вот это раздвоение, почувствуете в себе, и вокруг вас вы почувствуете общество, которое вокруг вас, в той компании, в которой вы пребываете, в семье, вы почувствуете, что вы идете на прогресс или наоборот, то есть как куда вас выведет. Но это абсолютное разделение вы увидите, вы почувствуете, то есть изобилие каких-то новых идей, мыслей, затей, работоспособность, несмотря на то, что пойдет в ретроградность, ваша работоспособность повысится, усердие и трудолюбие появится. Идет, смотрите, Сатурн пойдет по Водолею в ретрограде, как будто он вас расслабляет, отпускает, не давит. А что-то, идеи, которые были, а ну-ка вернись, доделай, но он не толкает, не заставляет, а ты сам как будто хочешь вернуться. Вот такое состояние. Абсолютный успех при ретроградности в государственной службе, в политике можете проявить здесь, как никто. Внешний стиль захочется поменять на классику. На классику, на строгость какую-то. Оставляете все зависимости. Иногда водолеи думают, что это моя лень, я не могу себя заставить. Это не лень, это вот эти ограничения, которые вам делает Сатурн. Водолеи абсолютно не ленивые. Это ограничения, которые, два таких знака. Один говорит вперед развиваться, а другой говорит зачем развиваться. Уже все развилось, уже все здесь установлено. Для чего тебе это? И вот эти, конечно, противоборства, многие водолеи понимают их как за лень. Я такая ленивая, или там я такой ленивый, кто-то думает. Это не так. Это именно вот эти вот противоборствующие две планеты, такое вот положение всегда. Так вот, когда идет в ретроградное движение, по вам идет Сатурн, то это оставите какие-то зависимости и абсолютный успех и подъем. Вот подъем и по государственной службе, в политике, приобретаете такую классику, то есть больше становитесь, да, по-сатурниански, но очень в самых лучших вариациях. Вот так это
произойдет, так скажем, легко. Вот эта ретроградность и изобилие вот каких-то идей, новаторства, изобилие всего будет. Мыслей, затей, работоспособность хорошая, усердие, трудолюбие. Вот при ретроградности это повышается. Но возвращаться туда, что ты не доделал. За старые идеи захочется взяться и довести их до конца. Дальше смотрим. По второму сектору идет ретроградность для козерогов. Ваша тема абсолютно финансирование, планирование. То, что вам знакомо, то, что с вами рождено по природе. Сделки хорошие, продажи хорошие делаете, премии получаете, бонусы получаете. Но это возврат. Возврат то, что вам не доплатили, то, что вам не додали, то, что вы отработали часы лишние. Какие-то часы вам оплатили, какие-то не доплатили. Это алименты, которые вам, это надбавки пенсии, которые вам должны назначить. Вот при том, что ретроградность, это возвращается куда-то назад для того, чтобы завершить там. Возможно, вы не все бумаги сделали, возможно, вы не все процедуры до конца прошли, возможно, судебные разбирательства не все до конца завершили. Придется туда вернуться, захочется туда вернуться. Причем это сделается все равно с легкостью, так как Сатурн находится в Водолее. Это полегче будет ситуация. Настолько вы не хотели касаться чего-то, но оно вам станет полегче вернуться в ту ситуацию и докончить, завершить какие-то финансовые дела. Абсолютный успех, как в самой, вот вы как работник, успех у вас, подъем, вот так и как работодатель вы чувствуете результат. Потому что это по второму разу проходит ситуация, по второму разу. Партнерство. Включаете здесь дипломатию, то, что вам не свойственно. Дипломатия. Дипломатия. Включаете дипломатию. Способность именно включить свою гармонизацию. Вот при том, что в ретроградность пойдет Сатурн, то у вас какая-то гармония выстраивается. Вот вы идете по накатанной, вы делаете, вы же трудоголики, трудитесь, делаете, вкладываете за всех. А здесь включается по проходу назад, включается определенная дипломатия и гармония. Вы ее в себе раскрываете. Вам самим от этого становится легко. Что еще? Ну, партнерство, как партнерство. На ретроградном вернется кто-то из прошлого, кто-то может вернуться, какой-то партнер. А вы всегда выстраиваете кирпичик за кирпичик, вы выстраиваете свои отношения. Вы в них очень много вкладываете. Так же, как вы вкладываете в отношения с детьми. Да, это мы когда-нибудь рассмотрим. Вы вкладываете, вы над этим работаете, но не всем подходит эта структура. Это будет когда-то другой разговор, как это отражается на детях. В отношениях вы складываете, так же, как в профессии. Вы делаете. И когда какой-то откуда-то кирпичик вдруг испортился или выпадает, вы его реанимируете. Вы не разрушаете, то есть вы не можете его оставить, чтобы все, что вы строили, все у вас разрушилось. Вы реанимируете. И вот этот вот период именно куда-то вернуться и сделать какую-то вот эту вот защиту. То есть реанимировать, сделать, ну как сказать, сделать заплатку. Вот в каких-то где-то, если вы чувствуете, что это провалилось. Вот этот период для этого. Для того, чтобы вставить вот эти вот подмоги. Также будет и в отношениях. Кто-то может из бывших
появиться. Это могут быть бывшие друзья, это могут быть бывшие отношения, в которых вы когда-то были, это могут быть бывшие даже партнеры, работодатели или работники какие-то захотят с вами. И вот вы можете сделать вот эту вот реанимацию в каких-то ваших отношениях. Тоже период очень хороший. Стрельцы. Проход Сатурна в ретроградном движении по вашему знаку – это определиться со всем своим окружением, со своими друзьями. Сдержанность, появится сдержанность в взаимоотношениях с друзьями, с близкими, с братьями, с сестрами, с соседями. Пересматриваешь, много времени ли ты, все вокруг замешано вокруг времени, потому что это бог времени, Сатурн. Вот что-то вернуться и посмотреть, много я трачу время на свое окружение или на кого-то определенно много времени трачу. Возможно, вы много времени тратите для работы, на работе, вы выгораете там, вы много делаете там, а не остается на свою семью, на свои личные отношения. Возможно, вы в паре, вы увлечены своим партнером и мало остается времени на себя и на свою семью. То есть посмотреть, распределить все, что связано со временем. Перепады настроения. Это очень будет свойственно, когда Сатурн в ретроградности проходит по вашему знаку. Перепады настроения, перепады в общении. Хочется по глубокомыслия такого, покачественнее отношения, мудрость в этих отношениях, а они какие-то поверхностные. Вот тут остро, четко заметите, что качества в отношениях нет. Вы другого качества отношения хотите. В ученой среде появится интерес и успех. Все, кто работает над какой-то, может быть, диссертацией, на какой-то работой, над каким-то большим проектом, вот прям прорыв, успех, вот именно в ретроградность, потому что что-то возвернуло назад, доделали, переделали что-то за собой, какие-то вещи, которые нужно было сделать, доделали, и получается успех вот в научной, особенно работе. Ну, вот такое вот прохождение для стрельцов. Скорпионы. Сатурн, проходя по вашему знаку в ретроградности, что делает? Ограничивает отношения, с родителями, со своими родителями или с кем-то старшим, за кем вы, может быть, ухаживаете, может быть, у вас опека какая-то, опека есть за кем-то. То есть за кем-то кто-то постарше или постатуснее. Вы много уделяли внимания. И когда ретроградность идет по вашему сектору, по 4 сектору, то ограничения именно вот с родителями. Причем настолько вы его ждете, вы уже сами устали. Много участия родителей в вашей жизни. Вы уже сами устали. Те, кто скорпионы еще живут с родителями, возможно, вы переедете. Те, кто вынужден по каким-то обстоятельствам уход делать за родителями, вы в этом себя ограничите. Найдете тот, кто будет делать уход за определенную оплату, то есть вы себя немножко оградите. Но тем не менее, такая ретроградность Сатурна может дать вам достаток, принести достаток именно от родительского дома. Возможно, вы смотрите дача там у родителей есть, и вы за ней приглядывать должны, но вам она уже не нужна. Вы можете сделать ее продажу, то есть вы получите наследство. Возможно, у родителей дом, родительский дом. Там расстался только кто-то один из родителей, мама или папа, или там вместе остались. Но им уже это не надо, они уже его обрабатывать не могут. Вы тоже здесь на ретроградности возвращаетесь в эту ситуацию
И, возможно, продаете дом, но родителей перевозите в поменьше, либо в квартиру, чтобы им, но тоже какую-то прибыль это может ретроградность вам принести. Могут раскрыться, ретроградность может раскрыть какие-то семейные документы, семейные, на поверхность выйти какие-то семейные фотографии, какие-то бумаги ценные. Вдруг вы откроете для себя, узнаете какую-то интересную информацию о вашей семье. Это тоже может дать ретроградность. Весы. Ну что, ретроградность Сатурна, проходя по вашему знаку, делает ограничение в развлечениях. Вот как-то много, возможно, вы в каких-то участвуете конкурсах, в каких-то соревнованиях, возможно, вы в каких-то проектах участвуете, вы много задействованы. И Сатурн, проходя здесь, делает ограничения. Возможно, вы много увлечений, которые вы имеете. Вы просто в разброс столько увлечений. Тоже могут поставить, возможно, зависимости какие-то. Кстати, очень хорошо будут ограничения в зависимостях. Если, кто-то зависим от токсичных каких-то отношений, которые уже прям вот вас распирают, или отношения на работе, которые вас уже настолько приперли, что вы не можете туда ходить, вам в тягость туда ходить, тоже могут возникнуть вот здесь ограничения. И это только отработает вам на пользу. Судебные заседания могут перенести куда-то, на другой срок перенести, если рассматривается что-то в суде. Задержки могут быть. Но, тем не менее, появляется немножко такая ответственность за детей и немножко тревожность. Вы вносите, вот Сатурн может принести, ретроградность Сатурна, тревожность за свою семью, за своих детей. Отношения со старшими, отношения со своими родителями, отношения с вышестоящими тоже немножко делают вас. Гармония, которую вы всегда вносите, делает ограничения. Вам уже это не хочется, эту создавать иллюзию и эту создавать гармонию. Вы от нее уже устали. Вы потому что чувствуете, что только вы участвуете в этом процессе. А когда только ты сам участвуешь, а тебе нет ответа, то есть это должно быть всегда взаимно, то ты себя чувствуешь, что на пределе, ты уже устал от этого. Могут вскрыться какие-то внебрачные связи, внебрачные дети, так что тоже с этим аккуратно. И, конечно, никаких азартных тут включений, никаких азартных игр, никаких азартных увлечений, чтобы что-то связано с финансами, потому что всегда будут ограничения, не получится. Вот так будет проходить по весам, с весами. Дальше смотрим. Девы. Девы, обостряется ретроградность Сатурна, проходя по вашему дому, обостряется чувство долга и обязанности, и ответственности. Вы и так достаточно имеете чувство ответственности, обязанности, упорства, терпения, надежности. Эти все качества у вас есть. Здесь оно в таком обостренном состоянии делается. Тревожность такую вносит. Очень внимательно, девы, услышьте. Это именно от аспекта такая какая-то неуверенность, тревожность за родителей, за детей, за оплаты какие-то. Вот тут вот Сатурн может дать вот такую вот тревожность. Но тем не менее захочется этот процесс настолько отбросить, что вы его можете заменить новым каким-то своим учебой, увлечением. Но увлечение, которое требует внести учебу, знания какие-то. Возможно, что захочете научиться какой-то новой профессии.
на уровень выше, который была, или к тому, что у вас уже есть, вот что-то новое захотите, для того, чтобы убрать вот эту какую-то тревожность, чувство долга, ответственность. Вы пойдете куда-то, возможно, учиться, освоите профессию, а возможно, в хозяйство немножко себе добавите. Кто-то, может, приобретет какие-то животных, возможно, кто-то сад, огород приобретет. То есть забить себе голову не на тревогу и ответственность, и чувство долга, а вот про эту заботу, которую вы в себе можете приобрести. Ну, выносливость такая, достаточная выносливость. Если вы думаете, что вы не справитесь, вы очень справитесь. То дело, которое вы ведете, вы очень хорошо справитесь. Ну и здесь при ретроградности по состоянию здоровья выносливость появляется именно. Ретроградность даст вам хорошее здоровье, выносливость. Даже если заболевание какое-то приобрелось, то вы с ним справитесь, вы его победите. Ну, вот так как-то. Психология добавляется сюда. Вот психология. Много вокруг этого захотите свое психологическое состояние отрегулировать. И здесь будет при ретроградности именно такая сила, уверенность появляется. То есть тревога, чувство долга, чувство ответственности, обязанности настолько тебя захватывает, что ты хочешь от него прям избавиться. Избавиться ты можешь только приведя в порядок свое психологическое состояние. Вот оно одно идет, выходит, замещается в другое состояние. Ну, львы. Львы. Ретроградность для вас происходит в секторе дома, в секторе брака. Это всегда ретроградность. Что-то появляется из вашей жизни, кто-то прошлый, кто был немножко старше, лет на 10 вас старше. Вы начинаете увлекаться теми прошлыми своими воспоминаниями и трещит по швам брак. Может такое, ретроградность может такое давать. Причем вы будете уверены, что это вас настолько захватило, что этим вы всем настолько увлечены, что именно сейчас время вернуться в какие-то свои бывшие отношения. Это дает ретроградность. Настолько вы будете уверены в том, что вы все делаете правильно, прислушайтесь к своему состоянию. Когда через 4,5 месяца Сатурн вернется в прямое движение, можете что-то здесь разрушить. А вы тоже строите. Вы идете на вершину через терни, через препятствия. И то, что вы много лет преодолевали для того, чтобы идти, можете в один момент вернуться, разрушить. Вот это все может вниз рухнуть. Поэтому очень аккуратно и внимательно проследите за этим процессом. Да, вернитесь, возможно, в те отношения. Что-то там закончить, что-то там доделать, что-то там опять прочувствовать. Но чтобы это не отразилось вот здесь, туда, куда вы дошли. По 7 сектору это семья. Не нарушая определенных правил своей семьи, вы можете оказаться в других отношениях, что-то доделать, что-то еще раз почувствовать, перечувствовать, но тем не менее оставаться там, куда вы дошли, на какой уровень вы дошли. А также ретроградность дает хороший брак. Вот если кто-то в этот период выходит замуж или встречает человека, есть шанс встретить человека, то это хороший брак, это стабильный брак, устроенный брак, отношения между супругами сильные, гармоничные, они связаны не столько на романтике, сколько на взаимоуважении, взаимовыгодных каких-то отношений, таких стабильные отношения. Тоже возможно в этот ретроградный период встретить человека,
Если вы еще в поиске, если вы не встретили человека. Встретить человека, с которым вы будете в хорошей гармонии, связка будет очень хорошая. Либо не нарушить те отношения, которые у вас есть. То есть, если вы уже до какой-то вершины дошли, чтобы вам не пришлось из-за ретроградности, она повлияет сильно, ретроградность. Ну, я думаю, львы настолько дружат с головой. Вы, рождены под солнцем, еще раз делаю на это акцент. Это первое, на что ты обращаешь внимание, это на солнце. Поэтому львы, конечно, озаряют, освещают, направляют не только свое людей, окружение, но и в первую очередь самого себя. Поэтому редко бывает, когда лев в 3 соснах заблудился. Редко такое бывает. Вы видите вот этот путь свой, вы видите его. Обожаю львов. Дальше кто у нас? Мои любимые раки. Что, ретроградность Меркурия, ретроградность Сатурна. Как она повлияет на вас? Как повлияет на вас? 4,5 месяца. Даст ретроградность, вы ее сильно почувствуете. С законом. Вот что-то, какие-то деловые на государственном уровне или даже на уровне законодательства. Нужно встретиться с какими-то фактами встретитесь. Возможно, где-то неправильно оформляли, когда-то неправильно сделали ошибку в оформлении дома, документа какого-то, важного документа. И через 30 лет пришла бумага, вы обратились, вам дают бумагу, а там написано отчество неправильно, дата неправильно, или еще какая-то бумага, где вы столкнетесь с этим. То есть вернется куда-то давно, туда далеко, возможно, до 30 лет назад. Сатурн 29,5 лет его срок. И прям столкнетесь, что вам необходимо будет решать эти все ошибки, которые были допущены. Это даже были, возможно, не ошибки, а описки. Неправильно как-то что-то было оформлено. Вот придется с этим столкнуться. Раскроются бумаги. Вы думали, что на вас написан этот дом, наследство какое-то, а он, оказывается, написан на вашу сестру или на кого-то из родственников. А вы в течение долгого времени даже не представляли, что как это может быть. То есть, да, ретроградность может куда-то вернуть туда подальше. И там необходимо будет с этим совсем разобраться. Но настолько вы сами по себе сконцентрируетесь, возьмете ситуацию в руки, и это ваша эмоциональность, когда идет Сатурн в ретроградное движение, это ваша эмоциональность, куда денется. Здесь будет продуманность, осознанность, сосредоточенность, не будет места вот этой эмоции, расслабленности, непонимания. Наоборот, сконцентрируйтесь, и вы абсолютно все выполните, вы абсолютно все условия сделаете для того, чтобы что-то доказать, что-то сделать. Ну и также, конечно, абсолютная ретроградность может принести большую влюбленность из прошлого. Встретится человек из прошлого, где, возможно, это там, первые какие-то чувства, первая любовь, первые сильные чувства. Вы разошлись ваши пути, возможно, откуда-то издалека может появиться человек, либо может появиться человек, который напомнит вам эти свои ощущения. Вот что-то откуда-то издалека вы это уже чувствовали, потому что вы это уже чувствовали. Вот что-то такое тоже может появиться интересное в этот период. Зададите себе много вопросов. Так или не так? За или против? Делать или не делать? Вот выбор будет вот такой. И вы сделаете выбор правильный.
Близнецы. Как ретроградность Сатурна повлияет на вас, тем более, что и в конце месяца ваш Меркурий тоже пойдет в ретроградное движение, но не на короткое время, а Сатурн пойдет, конечно, подальше, на долгое время, на 4,5 месяца до 11 октября. Что это для вас? Вполне может быть коснется вашего образования. Вы имеете какое-то образование и не одно, вы получили какой-то диплом, который может подвергнуться вопросу. Либо пересдать нужно будет его, либо досдать какой-то экзамен, либо под вопросом станет, как вы его получили, законным ли вы путем его получили. Учителя, которые возникнут вот в этот период, для вас будут очень авторитетны. То есть вы, немножечко возвращаясь назад в то заведение, где вы учились, с теми учителями, которыми вы учились, возможно, состоится какая-то встреча, какая-то беседа, разговор о компетенции вашего образования. Абсолютно, когда идет в ретроградное движение, для вас это интеллект, это расцвет интеллекта. Вот здесь все свое умение вы сконцентрируете, соберетесь, и все, что необходимо, интервью великолепные. Возможно, вы 9 месяцев назад подавали куда-то документы, бумаги, и вы ответа не получили. Могут по вот этой ретроградности получить ответ или пригласить вас на интервью для того, чтобы пройти, возможно, в какую-то крупную компанию, возможно, в какой-то другой стране компания существует. То есть тоже этот процесс может быть задействован иммиграцией на большой перспективе, что вы можете запросы, если вы делали, или, возможно, очень неожиданно вы иммиграции, переезды, интерес возникает к чужой другой какой-то религии и культуре к другой. Это тоже может вызвать вот эта ретроградность за 4,5 месяца. Да, документы, которые вы давно сдавали куда-то, и вы про них уже забыли, потому что ответ может тоже прийти, ответ по этому. И доучиться. Все, что не сдали, все, что не закончили, все, что не доделали, вернется. В этот период, возможно, вы вернетесь и закончите, и поставите точку, и получите долгожданный документ, долгожданный диплом, который вам надо. Ну, вот так вот реагирует ретроградность Меркурия для близнецов. Тельцы. Ну, ретроградность Меркурия для вас. Ретроградность Сатурна для вас. Уже заговариваюсь. Карьера, статус, выплаты, должности. Вот туда куда-то нужно будет вернуться в свою карьеру. И смотрите, да, до этого времени я вот так, какая сейчас у меня позиция. По ретроградности Сатурна вполне может быть скачок в позиции. Вот если вы занимали, вы уже на каком-то статусе своем держитесь на работе, вы можете приобрести статус на ретроградности, подняться. Либо вы вообще отказываетесь от этого, не хотите больше этой карьеры. Это тоже может давать ретроградность, она двойственная. Либо ты вперед, это усилие даст, это затраты такие даст. Либо ты не хочешь, ты уходишь, вообще от профессии уходишь, остаешься для того, чтобы отдохнуть, перерыв вот такой вот сделать. Какая-то ответственность на ваши плечи ложится за коллектив. Тоже ретроградность Сатурна, проход вот по вашему знаку, может начальник уходит или предприятие как-то возлагается большая ответственность за коллектив на вас. Тоже по ретроградности такое может быть временная такая большая ответственность.
Что еще? Надбавки вполне могут быть. Очень как-то вот эта ретроградность повлияет на карьеру. Как правило, тельцы не карьеристы. Но, тем не менее, в профессии вы всегда себя находите. В профессии вы имеете удовлетворение, но вы не настолько выносливы, чтобы это тянуть огромное количество лет, эту ответственность. Вы не настолько выносливы. Поэтому вполне ретроградность вам об этом напомнит, об этом вам скажет, что много я не хочу, устал, хочу отдохнуть. Вот это направит вас туда, вот ретроградность может вам высветить это. Ну, не хочу больше тянуть, не хочу больше такой ответственности, хочу больше остаться в доме для себя. Тоже такое может быть. Или учеба, которой вы сильное время посвящаете учебе, тоже как будто немножко вам перенасытились, много, устали от этой учебы. Тоже ретроградность может замедлить вас. Прислушайтесь к этому времени и позвольте себе на эту ретроградность именно взять брейк, взять ваканции, ну, отдохнуть, чтобы потом вполне, может быть, догоните, нагоните и включитесь обратно. Но дайте перерыв вашему эмоциональному состоянию. Овны, что у вас? Да, посмотрите своими глазами Сатурну, встретитесь прям с Сатурном один на один, глазами это увидите. Ретроградность Сатурна – это желание доказать свою значимость. Заметьте меня, увидите меня, посмотрите, сколько я делаю, посмотрите, сколько я приношу в компанию, посмотрите, сколько я в семье делаю. Вот прям захочется, чтобы увидели. Но ретроградность Сатурна для овнов настолько вам не свойственно это состояние какой-то заторможенности, замедленности. Вроде как-то ты хочешь делать, а сам будешь думать, а зачем я туда пойду, потрачу свое время, для чего? Вот это будете чувствовать. Вроде внутри есть интерес проявить, есть интерес поактивнее быть, но Сатурн будет сдерживать вот эту энергию вашу, подсобрать, подэкономить. Вот вы будете чувствовать как-то основательно. Если и пойду, то пойду для того, чтобы продуктивно провести время. Если и возьмусь за эту работу для того, чтобы закончить ее до конца и получить свои финансы, свои. Если возьмусь за учебу, то я пройду все уровни и закончу. Вы почувствуете в эту ретроградность силу в том, что вы будете сдерживать свою неугомонную энергию. Вы почувствуете, вот этот Сатурн будет вас ограничивая, сберегать вот силу для того, чтобы показать свою значимость, доказать свою значимость. Кстати, очень хорошо можете показать себя в политике, проявить себя в политике. Ну, вот таким образом на вас пройдет эта ретроградность. Она вам сэкономит энергию, которая вам очень нужна. Будет, когда пойдет в прямое движение. Летом овны, смотрите, сейчас зайдет ваш Марс, зайдет к львам. Вот здесь вы будете, знаете, двойной выброс энергии. А потом что, куда, ты никакой останешься. Поэтому, конечно, вы в июне месяце, зайдя, когда с 11 числа зайдет Марс к львам, вы прям заберете корону у львов, наденете на свою голову, Марс, будете себя везде показывать. И вы настолько устанете, что да, Сатурн вот вам будет в помощь чуть-чуть сдерживать вашу энергию, чуть-чуть придержать ее, для того, чтобы выгорание не произошло. Ну и рыбки. Как повлияет ретроградность
Сатурна, которая будет проходить с 23 мая по 11 октября для вас, настолько ограничение. И это ограничение, которое пойдет к вам на пользу. Анализ. Вы всю проанализируете ситуацию, даже, может быть, свою жизнь или отрезок своей жизни. Вы посмотрите, сколько времени вы потратили. Вы посмотрите, сколько неиспользованного времени вы потратили. И вам захочется вернуться в какие-то ситуации и что-то там закончить доделать. Очень многие рыбки почувствуют свою силу для того, чтобы завершить дела. Причем эти дела могут быть в доме или на предприятии, на работе. То есть в доме очень много собралось дел, где нужно подчинить, где нужно ремонт сделать, где нужно переставить, где нужно что-то доделать именно вот здесь, вот в том пространстве, в котором я сам нахожусь. И ретроградность Меркурия вам даст на это силы, время, Бог время. Почему Меркурия? Постоянно оговариваюсь. Не Меркурия, а Сатурна. Итак, ретроградность Сатурна даст вам именно время для того, чтобы завершить свои все дела, которые начал, не закончил, времени не было, что-то подчинить, лампу подчинить, картину, раму сделать, кому-то, может быть, шторы поменять надо, кому-то нужно перестелить полы, кому-то нужно ремонты, мелкие какие-то ремонты в доме сделать. На это Сатурн обратит внимание и даст время именно завершить. Очень многие, возможно, кто-то рукопись издает, что-то над книгой работает, никак не может ее завершить, тоже закончите. Кто-то на своем какое-то музыкальное произведение закончит, сделает композицию определенную, сделает аранжировку, закончит ее, сделает, сдаст эту работу, которую тебе нужно будет сдавать. Нужно было сдать именно, достаточно будет времени закончить свои дела, очень какие-то личные, в своем личном пространстве. Также точно может быть это и реабилитация, если вы сейчас на реабилитации находитесь. И любая реабилитация твоего любого состояния, либо это от зависимости, либо это от состояния здоровья, она требует ежедневности. И когда ты ежедневно выполняешь, ты реабилитацию проходишь. Так вот, завершить это. Возможно, вы сбои были, перерывы были, не делали, а захочется в этот период до конца дойти, побороть, закончить, довести до конца эту реабилитацию. То есть в своем личном пространстве будет время для того, чтобы привести все в порядок. И вы почувствуете это время. Оно вас, время, которое не будет на вас давить, время, которое будет вас располагать для завершения каких-то дел. Ну, вот таким образом повлияет ретроградность Сатурна. Бесконечно вас всех уважаю. Спасибо за просмотры. Спасибо за то, что ставите лайки, пишите комментарии. До следующих встреч.